Вот такой обалденный ужин я сегодня сделал: гречневую кашу и в томатном соусе говяжьи фрикадельки. Как это аппетитно все выглядит. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня на ужин я решил сделать, что мне картошка приелась. И я решил вместо гарнира сделать гречневую кашу, а к этому сделать говяжьи фрикадельки в томатном соусе. Это все будет обалденно вкусно. И ваше внимание хотел бы уделить на то, как я буду приготовлять этот соус с фрикадельками. Делается сравнительно легко, но результат обалденно вкусный. А что время терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, практически все, что мне надо, здесь на столе уже я приготовил. В первую очередь, что я сделаю, я сейчас порежу лук. Это лук пойдет до соуса у нас. И также у меня куриный бульон здесь, уже разведенный. Потому что приготовление соуса пойдет быстро, а фрикадельки займут немножко время их формировать. Гречка у меня уже варится. Варю обычным способом. В кастрюлю залил воду, вымытую гречку, добавил соли и немного масла. Так, все это в миску. Так, потому что мне донышко понадобится, я все будем формировать фрикадельки и все складывать все на донышко. Итак, здесь у меня миска. Сюда у меня здесь полкилограмма фарша говяжьего. Сейчас перенесем туда все. Сюда добавляю одно яйцо. Поперчим. Молотый перец. Паприку добавим чуть-чуть. Добавляю порошок лука. Немножко порошок трюфеля, если у вас нет, то не надо. И немножко чеснок. Так, рука у меня чистая, что начну замешивать все рукою. И, конечно, немножко подсолим. Чтобы фрикадельки имели свой вкус тоже. Так, фарш мы замесили, сейчас я замочу руки и тогда начнем формировать фрикадельки. Пользоваться буду ложечкой, брать ложечкой количество, чтобы фрикадельки были примерно в одного размера. Вот так фрикаделька и ложим на донышко. И как соус готовый, нам будет сразу же легко туда соус все ложить. Итак, фрикадельки я сделал, теперь начнем делать соус. Здесь моя любимая сковородка. Добавляем масло. И совсем чуть-чуть подсолнечное масло, потому что подсолнечное масло не даст гореть сливочному маслу. Немножко растопим. Так, теперь мы сюда добавляем лук. Сильно пережаривать лук не хочу для этого соуса. Главное, чтобы такой он был как прозрачного цвета. Так как это томатный соус, мы добавляем сюда томатную пасту с чесноком.
Так, количество соуса я знаю, сколько мне надо. Это мне надо 1,5 ложки муки сюда. Теперь я добавляю сюда куриный бульон. Понемножку. Теперь постепенно добавляю молоко. И чуть-чуть еще молоко. Сейчас это у нас закипит, и мы сюда добавим наши фрикадельки. Так, и на этом этапе добавляем фрикадельки. Очень хорошо, видите, они свариваются и форму держат. Очень хорошо. Вот так, практически соус у нас готов. Теперь я накрою, пускай потихонечку, когда у нас сварится, пока фрикадельки сварятся. Но мы сейчас еще порежем зелень. В качестве зелени у меня есть петрушка и сухой укроп. И туда отправим сейчас все в соус. Сюда я добавлю у меня пару горошек душистого перца. Вот именно так. И добавляем пару листиков лаврового перца, лаврового листа. И пускай потихонечку это у нас теперь варится. Так, к чаю я решил сделать блинчики на кефире. У меня здесь кефир. Так. Сюда добавляю 3 яйца. Добавляю соль для баланса. И сахар по вкусу. Сейчас это все собью. Так, теперь я добавлю муку. Добавляю на глаз. Так. Еще немножко муки. Это будет достаточно. Так, этого достаточно. И сюда же мы добавляем 1 ложку пекарного порошка. Я соду не люблю добавлять, а пекарный порошок, потому что здесь уже сода есть в этом. Так. И добавляем масло. Растительное или подсолнечное. Вот и все. И теперь минут 5-10 пускай постоит, пока реакция порошка пекарного будет с кефиром и с мукою.
Итак, под сковородкой я включаю газ. Сейчас немножечко прогреется, и я кисточкой промажу. Вот такая у меня кисточка, я промажу, она равномерно все. Сейчас сковородка нагреется, и тогда начнем только выпекать блины. Ну, попробуем. Первый блин. Будет комом или нет. Ничего, комом не пошло. Так что теперь встретимся, как я все блины сделаю. Вот такой ужин я сделал. Гречка, томатный соус с говяжьими фрикадельками. Для свежести нарезал немного огурцов и к чаю сделал блинчиков. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно делать на обед или на ужин. Мне что-то картошка приелась, что очень много картошку мы ели недавно, и я решил на гарнир сделать гречневую кашу. А к этому я потом подумал сделать томатный соус с говяжьими фрикадельками. Это обалденно вкусно. И, конечно же, к чаю после ужина блинчики пойдут в самый раз. Единственное, что я немножко сглупил выпеканием блинчиков, что у нас жара стоит. И пока я жарил блины, с меня 3 пота стекали. Но ничего, блины сделал. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст какую-то идею сделать что-то наподобие такого, почему бы и нет. На этом канале я никого учить не хочу и не буду. А я просто с вами делюсь тем, что я делаю у нас в доме и что я подаю нам на ужин или на обед. А на этой аппетитной ноте хотелось бы попрощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.